Привет! Мне сегодня пришел вопрос в чат. Скажи, пожалуйста, Рома, как правильно сводить ревербераторы? Нужно ли привязывать их к темпу проекта? И я сразу зацепился за слово «правильно». Я хочу объяснить, что если вы настроены сводить правильно, то у вас ничего не получится, потому что никакого правильно не существует. Суть в том, что вы можете сделать либо конкурентоспособный продукт, либо неконкурентоспособный продукт. Но нет способа свести ничего правильно, потому что каждый трек разный. И все, даже самые топовые звукачи, сводят все по-разному. Вы возьмете разные миксы, там, не знаю, Сербана Гине, Крис Лорд-Элджа, Мэнни Мэриквина, Джейсона Джошуа. Вот просто возьмите в iTunes, скачайте, и вы увидите, что они сведены по-разному. Вот вам пример. Вот у нас разные миксы. Давайте посмотрим, сколько баса здесь, например. И сколько баса, например, вот здесь. Вот посмотрите, вот у нас The Weeknd. Вот видите, какой огромный суббас. А вот у нас, например, Франц Фердинанд. Тоже касается сведения вокала. Вот посмотрите, здесь вокал звучит очень ярко, он такой весь впереди, как бы. И вот послушайте вот этот трек. Тут он даже не в центре звучит. В центре тоже, но я имею в виду, что он записан в стерео. И он весь летает в ревербераторах, он не впереди. Соответственно, ну вот как правильно сводить вокал? Должен он быть яркий, сухой и впереди, либо он должен весь летать и там где-то быть. Вот, например, у трека, который я вам сейчас показал, Satin Jackets The Future. Давайте посмотрим, сколько у него стримов. Бабам, 16 миллионов 873 тысячи 903. То есть 16 миллионам человек понравился трек, в котором вокал вот такой вот он там спрятанный. Это звучит атмосферно. Что это, правильно это или неправильно? То есть вы мысль, я думаю, мою поняли. Тогда возникает вопрос, а как же ты можешь научить сводить, если никакого правильно не существует? Можно же просто сказать, ну крути ручки, пока не будет что-нибудь нормальное звучать, да? То есть у меня же курс по сведению, я же как-то учу людей. А чему же тогда учить-то, если правил никаких нет? Вот, допустим, у меня 12 учеников. Моя задача не научить их сделать 12 одинаковых миксов, да, как под кальку, просто скопировав настройки. Моя задача, чтобы все эти миксы были конкурентоспособны. То есть моя задача научить слышать, что в твоих треках звучит выигрышно, а что надо подтянуть, чтобы это стало действительно на уровне звучать референсных треков. Да, есть схема определенная, там есть маршрутизация, но это все техники, они могут быть разные. То есть хорошо свести трек можно по разной схеме, по мультибасовой, по стандартной, классической. Вот смотрите, если мы возьмем с вами техники известных звукоинженеров, они же все разные. Вот кто-то сводит действительно множество подгрупп, куча компрессий. У кого-то треки просто лежат без какой-то особо сильной группировки, отправляются на параллельные компрессора. У кого-то даже параллельной компрессии мало. Полный минимализм, знаете, сессия практически чистая, точечно где-то какая-то динамическая эквализация, там где надо. Все идет в мастер. У кого-то на мастере сразу висит огромный пласт вообще обработок, и он сводит с ними сразу. Кто-то сводит с чистым мастером, и потом все обработки мастеринговые идут. То есть, ну, нет единого правила. А что их объединяет? То, что их миксы звучат конкурентоспособно. Так вот, можно ли этому научить? Научить этому можно, обращая ваше внимание на определенные аспекты микса. Собственно, это именно та причина, по которой я не делаю, например, свой курс просто с таким доступом, что купил и смотри видео. Да потому что это не работает. Не работает, потому что, ну вот на моем примере. Я, например, когда учился делать аранжировки, я показывал свои треки разным тоже профессионалам, и в частности я показал свои аранжировки Брайану Кеннеди. Это продюсер, который работает с Рианой, например, он продюсировал трек Disturbia. Я ожидал, что он мне скажет что-то там по компрессии басов, там как это все закачать, ну может быть подскажет что-то такое. Я ему это отправил, и он мне сказал, что слушай, вообще все классно звучит, у тебя просто барабаны устаревшие, сами тембры. Тебе надо просто звуки барабанов поменять, и все будет круто звучать. То есть это было уже давно, там лет, наверное, 15 назад. И я действительно обновил звуки барабанов, все встало на свои места. То есть я бы сам этого не понял, я искал не в том месте. Точно так же, как вот некоторые студенты, которые у меня учатся, они все сводят, у них внутренний баланс в миксе хороший, но всегда одни и те же частоты, например, не дожаты, то есть их просто нет. И мы сразу начинаем смотреть, а почему так происходит в каждом твоем
миксе. Давай посмотрим твой мониторинг. Что у тебя за мониторинг? Что за мониторы? Что за наушники? Давай посмотрим систему коррекции какую-то. То есть мы ищем проблему, решаем вопрос с мониторингом, миксы встают на свое место. Точно так же, когда у тебя появляется точка сравнения, вот ты сравниваешь, ты сделал свою работу, да, ты думаешь, ну все, я выполнил задание, классно, свел трек. Потом ты видишь еще десяток работ других учеников, которые выполнили то же самое задание, один и тот же инструментарий. У кого-то малый барабан качает, он прям такой мощный, у кого-то он такой тощенький совсем. Соответственно, ты сам на контрасте это слышишь, тут уже нельзя себе объяснить это, что у него другая песня, другие исходники, та же песня, те же исходники, те же плагины. У одного качает, у другого не качает. Соответственно, мы ищем причину, почему не качает. О, оказывается, там, не знаю, забыл отправить на 160 DBX, например. Или пересрезал низ. Или его маскирует что-то так, что он просто не пробивает через это. То есть вот чтобы вот это все победить, нужен сторонний взгляд на твою работу. Собственно, поэтому это все работает. Но это не о том, чтобы научиться сводить правильно. То есть никакого правильно нету. Вот в чем дело. Это же творческая сфера. Ну какое может быть правильно? Это же не детали на станке точить, да? То есть у тебя приходят каждый раз новые песни. В одной песне должно быть все эфемерное, летать и так далее. В другой песне все должно быть близко. А в третьей песне можно сделать и так, и так. Вы сами должны решить, как оно будет. Ты, может быть, сделаешь какой-то вариант микса, потом ты слушаешь, блин, проигрывает почему-то референсом. Начинаешь анализировать, почему. Что не так? Вокал вроде такой же яркий, открываешь вокальную дорожку, сейчас же можно на стемы разделить, разделяешь референс на стемы, слушаешь, ну вокал одинаковый по яркости, почему не звучит-то? Потом, оказывается, его маскируют там, я не знаю, какие-нибудь струнные. Делаешь в них какой-нибудь сайдчейн через Сьюз, например, да, сразу вышло вперед. То есть это больше про анализ, устранение каких-то проблем, чем про правильно. Вот, собственно, такую мысль хотел донести. Если хотите присоединиться к следующему потоку обучения, пожалуйста, добавляйтесь. Ссылка в описании. Через 2 недели, то есть 12 октября, мы уже стартуем. Вот. И этот курс, наверное, уже будет последний в этом году. Так что, кто хочет, пожалуйста, присоединяйтесь. Все, пока-пока.